Так, всем добрый день. Делаю обзор автомобиля Freightliner Century. Центурик 2-го года. Вот такой вот Фредик, смотрите. Это что за машина? Это машина не наша. Эта машина приехала к нам на ремонт мотора. Соответственно, человек только купил эту машину. Так, вот он, рыженький Фред. Клиент, который к нам пригнал на ремонт мотора. Идет нарезка блока. Все 6 будем нарезать. Будем собирать его, как обычно. Так, парни, всем привет. Смотрите, делаю обзор ремонта автомобиля. Вот такой вот Фредик. Сейчас покажу сборку мотора, замеры все. Пойдем дальше. Продолжаем сборку мотора. Вот он, Центурик, смотрите. Эта машина человек только купил ее. 2-3 рейса сделал. Ну, оценил 1010. Говорит, накатал. Человек сказал, что мотору я в нем уверен. Прям, говорит, прям убеждал, что с машиной все четко. Получается, залили 50 литров масла, а не на 10 тысяч. Вот так вроде, как он мне сказал. Смотрите, вот новая гильза, оригинальная. Сейчас буду ставить я сюда ее. Вот, соответственно, оригинальные кольца. Показываю его гильзы. Старые, что вытащили. Видите, что с ней? Но это к жору масла, конечно, никакого отношения не имеет. На что обращаем? Где жор масла здесь показываю. Из-за чего? На этой машине, на каждой гильзе, то есть практически это есть. Видите царапины, задиры? Вот они. Раз. Сейчас покажу еще. Сейчас покажу еще. Вот, видите, вон царапины, вот. Гильзы задраны, гильзы эллипсом. Я их промерил, они яйцом. Даже видно, видите, может быть, черное, видите, просачивалось, то есть газы просачивались сюда. Черные пятна, видите? Сейчас покажу состояние колец. Кольца, кстати, я скажу, кольца неплохие на самом деле. Ну, как бы не прям уж прям убитые. Вот оно, его старое кольцо, я уже вставил, приготовил. Вот оно новое, вот его старое. Смотрите, щуп у меня единица. Засовываем сюда. Ну, показать бы как бы вам вот так вот. Щуп единица. Ну, свободненько заходит. Вот даже сейчас вам найду щуп 0,8. Но я сколько ставил, честно говоря, 0,8 у всех почти. Потому что я ставлю только оригинал, собираю. Вот он. Смотрите, щуп. Щуп 0,80. Вот он. Видите? Вот, смотри, засовываю, смотрите. Это в новое кольцо. Плотненько вообще. Плотно-плотно заходит. Сейчас я его покажу. Вот так. Очень плотно-плотно вообще заходит, очень плотно. Вот. Блин, не могу одной рукой, неудобно. Только что пробовал сам. В общем, здесь ровно 0,80. Вот. Вот зашел. Вот так. Видите, 0,80. Вот он заходит, видите? Вот. Вот. То есть здесь больше единицы. Но причина жора масла не вот в этой единице, а именно вот в этой гильзе. Вот она одна. Сейчас покажу вам остальные гильзы его. Тут есть вообще и страшные такие, прям задраны. Ну, вот они. Видите, черная. Это все то, что на эллипсом газы просачивались. Видите? А по наружке, вот она, видите, вся ржавая, схаванная. Вот так человек купил машину и просто говорит, вот, видите, царапины какие, вот они. Сейчас покажу. Видите, вот царапины какие, вот они. Они все задраны на самом деле. Все задраны.
гильзы. Вот царапина, смотрите. Вообще во всю длину, видите, вот она. Вот. Проблема жор вот в этих царапинах. Так что вот так вот. Сейчас покажу вам блок. Мои предположения, что было с этой машиной, почему ее продали. Вот оно, видите, Фред. Вот она его прокладка. Парни, смотрите, она какая свежая. Можете обратить внимание, даже вот видно, может быть. Видно, свежая прокладка, ставила совсем недавно. Парни, я так просто, смотрите, я не просто 100% утверждаю. Я предполагаю, скажем так, ну, по моей практике видно, что она свежая. Видите, она прям вот только как будто бы обжатая, видите? Вот она. Объясню почему. То есть я как думаю, почему продали эту машину. Кстати, продали ее не так дешево, вы думаете. Так. Вот, смотрите. Я думаю, вот они был блок, он уже нарезался, соответственно. Гильзы все были просажены. Смотрите, где он газовал. Обратите внимание. Газы просачивались, вот второй цилиндр. Видите, как он побитый. Вот обратите внимание, здесь гладко. Видите, как тут гладко? Вот она, видишь, вот, вы видите, вот она. Теперь обратите внимание вот здесь, на второй гильзе. То есть, что произошло? Смотрите, видите? То есть, вот здесь били газы. То есть, газы пробивались вот сюда, и, соответственно, вот здесь тоже у него съедено. Видите? Еще раз покажу. Вот здесь вот все гладко. И вот она. И вот она, смотрите. Это гладко. Видите? Это место от газов. Здесь кольцо 1,2. Представьте, то есть 1,2 миллиметра здесь убрано. Тут было вообще газовал. Они, чтобы не снимать гильзы, не нарезать гильзы, не менять. Они что сделали? Ну, я как предполагаю. Опять же, я не утверждаю, друзья мои. Я не люблю говорить того, что я не знаю. Я всего лишь предполагаю. За словами надо следить. Здесь он начал газовать. Вот он. И, ну, газовал он однозначно. Вот он, видите? Видите, съедено как. И они взяли просто, подкинули прокладку, человеку продали. Уже замененная прокладка. А человек взял эту машину. И вот он, как бы, у него их не газовал. То есть, хватило этой прокладки на эти 10 тысяч. И вот поэтому они, я так предполагаю, продали. Он купил, кстати, клиент этот, хозяин этой машины. Две машины, вторая машина, эта машина проехала 10 тысяч, та машина, вторая проехала, у другого купил, правда. Как он мне говорил, она проехала 14 тысяч километров. Оба мотора легли. Вот так, друзья, покупать машины, которые без гарантии, не сделанные. И человек говорит, я встрял. Я человеку говорю, что у меня есть клиенты, которые там, за лобовой придираются, там, краску придираются, говорю. Он говорит, мне бы их проблемой. Так что, друзья, вот такие дела. Ну все. Он приехал ко мне, попросился, говорит, Сергей, можно? Я хочу, чтобы ты сделал мотор, то есть никому не доверяю, честно, сейчас у меня работы своей много. Но попросил сильно, ну, я согласился, взял ему сделать мотор. Здесь запчасти мои, все мое, то есть, и машину, соответственно, мотор сделаем с гарантией. То есть он, получается, все покупаю я, он все это просто оплачивает. Также компрессор масла у него кидает, разобрали. Радиатор течет, сняли радиатор. В общем, вот такая машина, друзья. Вот так люди покупают машины. Клиенты мои, которые берут у меня машины, смотрите, что у других людей творится, и потом принимайте решение. Надо вам за лобовой мне что-то сказать, или за ту краску, или не надо. Все, друзья, все, всем спасибо. Идем дальше. Я покажу еще процесс замера всех, и будем собирать.
доказательств того, что он газовал. Вот просто хочу показать людям. А я смотрю, что-то болт не закручивается. Вот хотел поджать. Обратите внимание, сколько там гари. Видите, вот эта гарь, это все вот эти вот газы. Смотрите, вот второй, как видите, это второй цилиндр. Вот он. Видите, как здесь свободно болт залазит. Видите, болт. Вот, видите, болт свободно. Сейчас, ладно, я шайбу оставлю, гайки оставлю. Смотрите. Свободно. Видите, он здесь, как всегда, головка закручивается. Вот он легко. А теперь смотрите, что творится здесь. Это опять же говорит о том, что он газовал. Именно вот в этом месте, где я показывал. Помните? Смотрите. А он туда не залазит. Видите? Надо его вот так вот. Вот видите? Видите? Вот. И вся резьба в этой гаре. Здесь такая же песня. Смотрите. Вот он. Видите? Он не залазит, болт. Видите? А здесь проваливается. Это все забито. Тут здесь, когда газы пробивает, он резьбу эту тоже забивает, как бы вот где болт закручивается. Смотрите, этим выхлопом вот этим. Видите? И болт не заходит. Вот он. Видите, сколько грязи. Вот надо аж прям туда накручивать. Просто пацаны разбирали. Как бы, видите, не вылазит. Вот, видите? По-любому здесь газовал, по-любому они подкинули прокладку, мне кажется, и продали. И все. Так, друзья, вот вторая гильза, видите, я очень сильно вторую проверяю. Я, конечно, все сейчас проверю, а по-любому все будут проверяться. Но начну со второй, которая у них, скажем, даже у того предыдущего хозяина газовала. Показываю. Тут кольцо стоит 1,2, парни. Сейчас покажу. Так. Сейчас мы на нолик выставим его. Вот, смотрите, заходим на гильзу и так, 7 соточек, видите, в плюсе. Камера, блин, опять это. Вот, да. Так, а сейчас я еще покажу. Вот он, нолик. Заводим. 7 соточек в плюсе, видите? Все, гильза выше блока. Я сейчас все проверю, конечно же, но косяк был вот здесь. Видите, в болте даже сажа была. Вот так люди продают машины, чтобы вы знали. Все, друзья, всем пока. Так, парни. Я к этому второму цилиндру прицепился, конечно, жестко. Видите, второй цилиндр. Взял я его в руки, и я таки понял, что это второй. Смотрите. Сейчас я ножичек возьму, наверное, покажу. Видите, даже в маслосъемном кольце, даже вот здесь гарь. Да что ты, вот. Видите? Здесь даже гарь по наружу у него, смотрите, видите? Вот так вот. Видите, гарь. Откуда здесь будет гарь? Видите? И еще смотрите, видите? Кольцо залегшее именно на втором цилиндре. Он, смотрите, здесь этот гарь, столько, что кольцо, получается, залегло. Оно не крутится, видите? Кольцо залегшее, оно вот не вылазит. Видите? Так, друзья, смотрите. Там Центурик этот. Воюю я с этим вторым цилиндром. Смотрите, что я сделал. Здесь же газы выбивали. У меня есть специальная паста. Называется паста по восстановлению чугуна. И получается, вот эти раковины и остаются от того, что пробивало. Я как бы ею забиваю. Но специальная паста такая, уже как бы я не раз это делал непосредственно. Я ее не буду говорить, что за паста. Никому не буду рекомендовать. Почему? Потому что кто-то сейчас возьмет глубокую, к примеру, там раковину, начнет это делать.
и у него не получится, потом скажет, вот Сергей нас советовал, там бы наговорил. Не буду и рекламу делать этой пасте. Ну вот специально паста есть у меня для восстановления чугуна. Вот сейчас я намазал, она сейчас остывает, высыхает. Потом буду брать плашку, соответственно большую. Все это зачищу, и получается раковины все забьются. Будет как литое. А чтобы не снимать блок, не фрезеровать, то есть верх не убирать этот, соответственно паста это, конечно, выручает. Ну все, идем дальше. Феном подсушить хорошенечко. Смотри, видишь, где резинка садится, прям так сделаю. Прям с водой, антифризом, видишь, разъела его. Возможно, резинка будет течь. Я сейчас его попробую восстановить ее. Итак, смотрим. Вот он, второй цилиндр. Видишь, вот здесь смотрите. Вот тут сейчас вроде бы как, видите, паста вся, вот которую я для восстановления чугуна, что у меня есть. Видите, она все забила, все эти поры. Вот она, видите, ямка. А пальцем ведешь, все гладненько. Ничего не цепляется. Как вам показать? То есть, сейчас, получается, эта паста осталась внутри. Это второй цилиндр. Что касается четвертого, резинки показываю. Вот сейчас, вот она, четвертая. Видите? Вот она. Покажу. Вот так можно. Все, щель это закрыта, все гладко. Тоже пальцем это все не ощущается. Вот так вот. Итак, смотрите. Вот идет сборка мотора, продолжается. Смотрите, показываю. Вот, кстати, его вкладыши. Будем видеть, красные будем менять. Смотрите, вот ставим вкладыши ему оригинальный в круг. Вот она коробочка, как обычно. Показываю кольца. Вот они, кольца оригинальные. Видите, с вкладышем, там, с инструкцией. Это оригинальные кольца. Также оригинальные гильзы ставил. Так, ну все, такие запчасти приходят. Как верхний набор прокладок. Показываю, видите, US написано, вот, видите, вот. Верхний набор прокладок на Детройт. Тоже оригинальный. Блок восстановили человеку. Менять ему его не пришлось. Сохранили ему немалую сумму денег. Ну все, идем дальше. Итак, парни, смотрите, вот меняю на оранжевом Фредди коренные вкладыши. И такая же песня с этими шайбами. Вот обращу внимание для зрителей, кто собирает Детройты, конкретно непосредственно. Вот эти шайбы, обратите внимание, конус, видите, здесь это коренной бугель, повторюсь еще раз. Вот у него, смотрю, тоже там на одном бугеле правильно, на другом бугеле по одному болту неправильно. То есть я все шайбы переставляю. Но хочу обратить ваше внимание на также вот на эти воронки, скажем так. Видите? Здесь маленькая воронка, здесь большая воронка. Видите? Обратите внимание. Здесь маленькая, вот она, сейчас покажу. Вот так вот. Ну, здесь практически плоская сторона, да? Вот так, если посмотреть сверху, вот плоская. А здесь видите какая. И его надо ставить, Вот эта воронка большой, к болту. Соответственно, плоская часть должна прилипать к бугелю. Обращайте внимание, этой шайбы всегда. Я не говорю, что если поставить наоборот, он открутится. Вот у него стали наоборот. Но как должно быть, так надо собирать. Обращайте внимание на шайбу. На головке, на двигателе, на болты его, что головку притягивает. То же самое. Такие же вороночки также ставятся, как и здесь. Ну все.
Детройт. Вот такой рыженький. Оказывается, вот форсунки пришли нам с ремонта. Вот они, все 6 форсунок. Вот так как они нам приходят, они. Сейчас будем их устанавливать. Сейчас я одну, наверное, открою. Вот так вот. И все. Идем дальше. Итак, показываю минуса предыдущих мастеров, кто делали. Смотрите, шестерня плавающая. Обратите внимание на нее, как она ходит вместе со ступицей. Так, вот так. Видите, со ступицей вместе ходит она там. Люфт очень большой. Тут гайка не затянута, походу, и люфт они не выставляли. Сейчас придется разбирать вот эту вот лобовину всю. Муфту снимать и выставлять люфт. Вот такой вот рыженький Фред. Ставил головку. И выявилось еще другое. Вот прям поэтапно все лезет. Вот просто поэтапно все лезет, планомерно. Куда не лезешь, везде какой-то косяк. Поштай, распродал, покажу минус. Смотрите, видите, как плавающая шестерня болтает. Смотрите. То есть ступица стоит, показывает, видите, ступица стоит, а шестерня гуляет. Сейчас, смотрите, как мне тут зазор выставить на этой шестерне? Я не понимаю. Сейчас придется человеку опять платить денег. Будем менять. Сейчас снимем переднюю плиту полностью. И будем менять эту шестерню вместе со ступицей полностью. Будем собирать, смотрите. Все, идем дальше. Так, парни, вскрыли переднюю плиту. Весь ГРМ, вот он у нас на виду. Вот показываю наглядно, что... Видите, смотрите, как болтает, смотрите. Представляете, какой люфт у него здесь. Как мне эту шестерню выставлять, когда сама это стоит ступица, видите? Он, наверное, видите, все болтается здесь. Вот так вот. Ну все, друзья, идем дальше. Сейчас будем менять. Сейчас будем снимать большую шестерню косозубую со ступицей. Снимать это все, менять новую, другую ставить все, выставлять полностью весь все зажигание и в путь собирать. Все, всем пока, идем дальше. Вот уже принесли другую с разбора, взяли. Сейчас будем ставить ее. Видите, она получается здесь, вот она ступица получается. Вот этот вкладыш у него износился, поэтому так гуляет. У нас все очень плотно, все нормально. Идем дальше. Итак, друзья, как мы предполагали, вот она его шестерня с этого мотора. Это рыженький, смотрите. Видите здесь? Вкладыш какой, смотрите. Он весь поеденный, обратите внимание. Также покажу его ступицу, смотрите. Какая здесь выработка. Видите? Аж борозда такая. Вот так показать, наверное, вот он, бугорочек. Вот идет, бах, пропадает. Видите, нету бугорочка. Сейчас можно вспышку выключить сейчас. Вот так вот, наверное, лучше виднее. Так, сейчас я покажу. Вот так вот лучше. Так. Это его, смотрите, который мы сняли. Видите, вот она прям пошла полоска, выработка. Прям вот она. Аж прям пальцем, но ощущается конкретно. Сейчас покажу, что будем ставить. Не зря полезли, конечно. Давай. Вот ставим наш. Втулка, смотрите, видите, вся. Без никаких раковин, без ничего. Давай покажи этот. Давай ступицу покажем. Ну и ступица. Видите, она
Вообще без выработки. Эта полоска, она видна, но она не ощущается. Это масляный канал. Ну все, друзья, идем дальше. Вот такой вот Фредик человеку достался. Все, всем пока. Ну все, друзья, поменяли мы эту шестерню. Выставили зажигание, показываю вот эти все треугольнички его. Наверное, много роликов есть. По поводу зажигания не буду здесь я сильно умничать. Так что вот так вот. Сейчас покажу люфт. Какой должен быть и как шестерня должна себя вести. Давай, покрути. Видите, шестерня стоит четко на месте. Чисто люфт. А тогда помните, как шестерня болталась вот на ступице? Ну все, друзья, идет сборка мотора. Идем дальше. Так, парни, идет сборка двигателя. Регулировка клапанов закончилась, только отрегулировал я клапана. Это вот он оранжевый. Фред, смотрите, что мне не нравится в моей сборке. Не то, что в моей сборке, то, что, вот видите, распредвал. Очень большая редкость. Смотрите, как он поеденный. Шейки вообще мне не нравятся. Вот, смотрите. Видите? Шейка съедена. Я сказал хозяину, что что много шейки есть. Очень вот это особенно поедено. Сказал, что вот еще там есть ролики, крутить просто надо. В общем, распредвал неудачный, его надо менять. Я ему сказал. Он говорит, мне нету денег. Вот просто человек говорит, нету денег у него. В итоге этот распредвал поставил сюда. Ну, потом, я думаю, он денег подсоберет. Поменяем ему распредвал. Вот так договорились с ним. Ну, потому что нет у человека денег. В принципе, его тоже можно понять. На самом деле, он так врехал с этой машиной. Так что вот так вот вляпался, скажем так. Ну все, друзья. Идем дальше. Сборка мотора продолжается. Скоро будет первый запуск. Здесь много минусов, кстати. Видите, провода, вот они. Все на этих уже тут что-то делали предыдущие. Видно, поотрывались уже. Потом еще какой-то провод у нас в руках остался. Короче, мы тоже тут электрик по его зажимал. Ну такая, знаете, в общем, есть минусы такие, которые мне не нравятся. Но тут воля хозяина. Как бы я бы такой распредвал, допустим, если я бы делал бы клиенту под заказ машину, к примеру, да, или мотор бы собирал бы, я бы его выкинул бы, даже и глазом бы не моргнул. Так что для Детройта, честно, это большая редкость. Я за всю историю поменял очень мало распредвалов, наверное, 1-2, наверное, 2. Поэтому как бы с Детройтом распредвалами проблем нет. Здесь, видно, масло не меняли. Ну все, друзья, идем дальше. Так, друзья, снимаем первый запуск. Хозяева вот присутствуют при сборке. Зря не бросай. Зачем ты? Зачем? Что? Не надо было бросать. Пробуй. Уже должен был закачать, сейчас посмотрим. Что, попытка номер 2, походу солярку не закачал. Давай еще пробуй. Все. Ну да, солярку чуть не закачал. Ну все, первый запуск произошел. Вот давление, сейчас будем смотреть, что будет дальше.
Ну все, парни, вот Фредик, который мотор я собирал, вот финиш. Сейчас будем заезжать также на гору. Приехали люди, забирают его. Так, в принципе, симпатично по виду. Такая, скажем, машина. Сейчас я зайду на гору, потом поднимемся, покажу сапун. Покажу, как он работает. Также параметры буду подсказывать, говорить. Поехали. Что, поехали. Заедем, покажем людям параметры. Так, он у нас... Поехали. Холостые очень низковатые, блин, мне нравится. Аж 570 во время трогания, аж понял. Он... А я сейчас третью сторону. Ты экономишь передачи? Ну да. Сейчас мы турбину посмотрим. Так, у нас прогрет он практически вот, 75 градусов, вот видите, может быть. Так, это классно, кстати. Ноутбук положил сюда на панель. Так, сейчас мы... Вот надув турбины, смотрите, видите? Вот он. Это надув турбины. Это его скорость. Видите, 80. Пока, подожди, пока не разгоняйся. Сейчас мы... Можно на гору дадим пик. Как он будет ехать. Ну, разница есть после ремонта? Разница колоссальная. Колоссальная? Даже сейчас чувствуется. Ну, газуля, давай, что ускоряется прям, да? Да, да. Даже при том, что еще ничего не притерто, по факту. Да, по факту тут ничего не притерто, пока рано делать выводы. Все новое стоит, оригинально, поэтому будет обычно вот говорят 30 тысяч после вот именно ремонта начинает уже вот реально там тяга, вот это все уже, знаешь, зеркала нету, поэтому пока зеркало набьет, пока все притрется. Тут турбина же простая стоит, без электроники, она то есть от выхлопа раскручивается непосредственно. Так что вот так вот. На этом моторе форсунки сделаны, все сделано, мотор сделанный. Сейчас будем заезжать на гору, буду показывать вам его параметры, все буду комментировать. Машина такая взбита на самом деле, мне нравится по ходовым качествам. Эти рыжики, они как-то выделяются от всех остальных. Своей трансмиссией, у него стоит тяговая коробка, беговые редуктора. Вот, только купили, чуть покатались, 2-3 рейса там на Уфу, на Самару, и мотор лег. Наша гора. Так, сейчас буду показывать все, что вас интересует. Вот оно в турбине, смотрите. Сейчас гора начнется, пока подожди, уже в момент пика, прям до середины чуть доедем и под нагрузку дадим его, потому что у нас прицепа нету, груза нету. Вот так, вот. Вот, давай, сейчас начинается гора. Давай. Возьми левый ряд, там просто нету, дорога лучше. Так, надувает у нас 170, 1,7. Ну вот видите, он где-то 1,8 где-то надувает, получается, атмосферы. Потому что все только еще не притерто. В принципе, это нормальный показатель. Скорость 98. Я не обратил внимания, во сколько мы начали заезжать. Он набрал, да, на гору? Да, да. Машина с красным, вот этот красный сел. Красный сел на 20 километров, этот набрал. Ну, сейчас мы поэтому посмотрим по видео. Тихо, 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 все. Я не обратил внимания на скорость, но надув смотрел. Сейчас как раз посмотрим сами по видео, сколько он, насколько начали, сколько выехали, скажем так. Ну все, вот такой вот заезд, вот такая проверка, вот такой тест. Температура у нас уже 100, ну сколько будет она показывать? 180, да. А здесь, по-моему, идет где-то 80, да, 82 где-то показывает градуса. Вольтаж 13,6. Ну все, такой заезд, вот такой тест. Идем дальше.